Привет, Арми, добро пожаловать обратно на канал Zone Cook. Только что произошло нечто неожиданное, и фанаты не перестают об этом говорить. Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук внезапно появились вместе в парке Пикачу, и никто этого не ожидал. Сначала все выглядело как обычный день: толпы, музыка, камеры, люди наслаждаются парком. Но затем, откуда ни возьмись, они появились рядом, тихо шли и улыбались, словно не хотели, чтобы их заметили. Присутствовавшие там фанаты начали шептаться, снимать на видео, пытаясь осмыслить увиденное. Потому что это был не просто случайный момент. Что-то в их взаимодействии казалось другим, мягким, естественным, почти слишком реальным. И вот что всех сводит с ума: то, что они сделали дальше, полностью изменило атмосферу. Ни персонала вокруг, ни других участников, только они двое в моменте, который казался слишком личным, чтобы быть случайным. Так что вопрос: это просто совпадение или они никогда не хотели показывать это публике? Оставайтесь со мной, потому что то, что фанаты запечатлели дальше, еще более шокирует. На этом момент не закончился. То, что казалось простой встречей в парке, постепенно развернулось в нечто гораздо более многогранное, нечто, что заставляло людей возвращаться снова и снова, пересматривая каждую секунду, каждое малейшее движение, каждый взгляд, который казался слишком значимым, чтобы его игнорировать. Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук не торопились. Они не вели себя так, будто за ними наблюдают, и именно это делало все настолько непохожим на все, что фанаты видели раньше. Толпа вокруг них продолжала двигаться, смех и шум наполняли воздух, но куда бы они ни ступили, везде формировалась тихая атмосфера. Сначала это заметили несколько фанатов, затем последовали и другие взгляды, и внезапно атмосфера изменилась, и никто не произнес ни слова. Телефоны поднимались осторожно, почти с опаской, как будто люди боялись, что любое резкое движение может разрушить происходящее в тот момент. Не было никаких грандиозных жестов, никаких очевидных попыток привлечь внимание, но именно это делало невозможным отвести взгляд. То, как они стояли рядом, как их внимание незаметно, почти незаметно возвращалось к происходящему, создавало ощущение близости, которое казалось глубже, чем просто совпадение. Это не выглядело постановочным. Это не выглядело спланированным. И эта подлинность действовала сильнее, чем что-либо, написанное по сценарию. Когда они перемещались по разным частям парка, останавливаясь возле ярких декораций и забавных фигурок, что-то в их энергии оставалось неизменным, спокойное, уравновешенное, словно они на мгновение отвлеклись от всего остального. Позже фанаты в интернете начали сравнивать видеоролики, анализировать ракурсы, увеличивать кадры, пытаясь собрать воедино более ясную картину того, что на самом деле произошло в те минуты, которые теперь казались гораздо более долгими в памяти. Что делало это еще более напряженным, так это время. Не было никаких предварительных намеков, никакого расписания, указывающего на это, никаких ожиданий, что они появятся там вместе. Это казалось внезапным, почти случайным, и все же слишком идеально совпало, чтобы игнорировать. Чем больше об этом говорили, тем больше возникало теорий, каждая пыталась объяснить тихую связь, которая, казалось, присутствовала в каждом кадре. А затем появилась деталь, которая вывела все на новый уровень. В одном из роликов, едва заметном на первый взгляд, их движения синхронизировались таким образом, что это не казалось случайностью. Это было тонко, легко пропустить, но, однажды увидев, невозможно было забыть. Фанаты начали пересматривать этот момент снова и снова, замедляя его, делясь им на разных платформах, задавая один и тот же вопрос, так и не найдя однозначного ответа. Было ли это просто совпадение или что-то более инстинктивное, что-то, что раскрывало более глубокое взаимопонимание между ними? Интернет отреагировал быстро. Монтаж появился в течение нескольких минут, подписи стали более интенсивными, и повествование начало развиваться само собой. Некоторые назвали это редким проблеском чего-то подлинного. Другие считали, что это всего лишь мимолетный момент, раздутый до невероятных масштабов. Но независимо от точки зрения, одно было ясно: никто больше не мог отвести взгляд. По мере появления новых фрагментов истории становилось все сложнее. Разные ракурсы показывали разные выражения лиц, движения и эмоции.
Каждый новый фрагмент добавлял еще один слой, еще одну причину для фанатов оставаться вовлеченными, продолжать смотреть, продолжать задавать вопросы о том, что, как им казалось, они видели. И как раз когда казалось, что все уже раскрыто, начал распространяться последний фрагмент. Короткий, слегка размытый, снятый издалека, но несущий в себе груз, которого не было ни в одном из предыдущих. Он не показывал все четко. На самом деле, он породил больше вопросов, чем ответов. Но чувство, которое он оставил после себя, было неоспоримым. Что-то в этом моменте не соответствовало простоте случайной встречи. Это казалось преднамеренным, даже если никто не мог это доказать. Теперь фанаты пытаются соединить все кусочки пазла, ищут смысл в моментах, которые, возможно, никогда не будут полностью объяснены. Потому что иногда дело не в том, что ясно показано, а в том, что чувствуется между этими моментами. И на этот раз. Что бы ни случилось в парке Пикачу, это не казалось просто очередным совпадением. Финальный ролик не просто распространился, он разлетелся как лесной пожар, пересекая временные рамки, языки и целые сообщества за считанные часы. Отличие заключалось не в ясности, а в чувстве, которое он нес. Он был неполным, слегка размытым, но каким-то образом более мощным, чем все более четкие кадры вместе взятые. Фанаты не просто смотрели его, они чувствовали его. По мере того, как видео воспроизводилось на бесчисленных экранах, начало происходить нечто необычное. Люди, которые изначально отмахнулись от момента, начали возвращаться, переосмысливая все с самого начала. Более ранние ролики внезапно стали выглядеть по-другому, как будто этот последний фрагмент изменил всю перспективу. То, что раньше казалось случайным, стало казаться преднамеренным, а то, что казалось обычным, теперь приобрело неожиданный вес. Ким Тэ-хён выглядел спокойным на протяжении всего ролика, его выражение лица было едва различимым, почти нечитаемым, если только вы не обращали на него пристального внимания. Тем временем Чон Чин-гук двигался с той же спокойной легкостью, но были мимолетные моменты, едва длившиеся секунду, когда его внимание, казалось, задерживалось чуть дольше, чем нужно. Именно эти моменты фанаты не могли перестать пересматривать. Дело было не в чем-то очевидном. Не было никаких драматических действий, никаких четких заявлений. Но тишина между этими небольшими жестами казалась громче всего. Такая тишина, которая заставляет людей сомневаться в том, что они на самом деле видят. Онлайн-дискуссии становились все более интенсивными. Некоторые фанаты указывали на закономерности в их движениях, другие сосредотачивались на времени, на том, как они, казалось, останавливались в одни и те же моменты, меняли направление почти одновременно, словно руководствуясь чем-то невысказанным. Это не было доказательством чего-то конкретного, но этого было достаточно, чтобы поддерживать любопытство. Затем появилась еще одна деталь, которая почти ускользнула от внимания. В замедленной версии клипа, прямо перед тем, как видео обрывается, есть короткий момент, когда меняется их близость, едва заметный, быстрый, но бесспорно присутствующий. Это не было драматично или преувеличено, но выглядело намеренно, что вызвало совершенно новую волну реакций. Видео было увеличено, проводились сравнения, и внезапно эта доля секунды оказалась в центре внимания. Вопрос изменился. Речь шла уже не просто о том, почему они были там вместе, а о том, что происходило в те моменты, которые никто не смог полностью запечатлеть. Предположения вышли на новый уровень. Некоторые считали, что это просто два человека, наслаждающиеся тихим отдыхом от всего. Другие чувствовали, что под поверхностью скрывается нечто более глубокое, что-то, что нельзя объяснить короткими фрагментами и размытыми кадрами. И, возможно, именно поэтому это вызвало такой сильный резонанс, потому что это оставило место для интерпретации. Но самая интригующая часть заключалась не в самом видеоматериале, а в том, что произошло потом. Не было никаких немедленных разъяснений, никаких прямых подтверждений, никаких внезапных появлений, которые могли бы изменить ход событий. Только тишина. И эта тишина только усиливала все происходящее. Потому что в мире, где каждый момент обычно объясняется, документируется и распространяется, этот оставался недосягаемым.
Фанаты продолжали искать, обновляя ленты, надеясь на еще один ракурс, еще один ролик, еще один фрагмент, который наконец-то все прояснит. Но ясности так и не пришло. Вместо этого тайна углублялась. И теперь то, что произошло в парке Пикачу, это уже не просто момент. Это история, которая все еще разворачивается, история, которая снова и снова притягивает людей, заставляя их гадать, изменит ли наконец все следующее откровение. История не угасла на следующий день. Наоборот, она только усилилась, привлекая еще больше внимания, поскольку новые ракурсы, замедленные монтажи и ранее неизвестные фрагменты начали появляться из разных уголков интернета. То, что когда-то казалось единичным неожиданным событием, теперь превращалось в нечто гораздо большее, нечто, что отказывалось так легко объяснить. Фанаты начали замечать закономерности не только в роликах, но и во времени всего, что происходило в тот день. То, как визит в парк совпал с редким перерывом в расписании, отсутствие каких-либо официальных упоминаний, почти идеальная обыденность – все это казалось кусочками пазла, которые не совсем подходили друг другу, если только что-то не было намеренно упущено. Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук молчали, и это молчание стало центром внимания. Каждый час без ответа только усиливал любопытство. Потому что в такие моменты даже малейшее упоминание могло изменить всю картину, но ничего не последовало. Затем произошло нечто неожиданное. Появился новый ролик, длиннее остальных, снятый с другого расстояния. Он не стал вирусным сразу. На самом деле, потребовалось время, прежде чем люди поняли, что они на самом деле видят. На первый взгляд он казался обычным, просто еще один ракурс, еще один фрагмент того же момента. Но по мере того, как зрители смотрели внимательнее, темп казался другим. Наступила пауза. Не драматичная, не что-то очевидное, но достаточно длинная, чтобы почувствовать намерение. Это длилось достаточно долго, чтобы все вокруг на мгновение замедлилось. Движение толпы, фоновый шум, даже меняющиеся огни парка – все продолжалось как обычно. Но между ними наступила эта короткая тишина. И это изменило все. Потому что это не выглядело случайным. Это выглядело как момент, когда они оба полностью осознавали друг друга, вне отвлекающих факторов, вне обстановки, вне того факта, что их неосознанно снимали. Это было тонко, почти незаметно, если специально не искать, но, однажды увидев, это приобрело вес, которого не было ни в одном из предыдущих видеороликов. На этот раз интернет отреагировал мгновенно. Теории, которые когда-то казались преувеличенными, внезапно стали казаться возможными. Дискуссии стали более серьезными, более противоречивыми, более интенсивными. Некоторые фанаты призывали других прекратить чрезмерный анализ, уважать простоту момента. Но другие не могли игнорировать свои чувства, что происходило нечто невысказанное, нечто, для понимания чего не нужны слова. И тут, как раз когда обсуждение достигло своего пика, видеоролик исчез. Аккаунты, которые его опубликовали, либо удалили его, либо замолчали. Ссылки перестали работать. Найти повторные загрузки стало сложнее. Как будто этот конкретный фрагмент истории никогда не должен был оставаться видимым слишком долго. Это только усилило напряжение. Потому что теперь речь шла не только о том, что было увидено, но и о том, что внезапно исчезло. Поклонники, которые смотрели видео до его исчезновения, начали описывать его, каждый по-своему, каждый добавлял мелкие детали, которые не всегда совпадали, но каким-то образом указывали на одно и то же чувство. Пауза. Взгляд. Сдвиг, который казался слишком реальным, чтобы быть случайным. И, не имея веских доказательств, момент превратился в нечто еще более мощное, воспоминание, которым делились, обсуждали и бесконечно переосмысливали. Теперь вопрос не только в том, что произошло в парке Пикачу. Вопрос в том, почему тот единственный момент, тот, который мог бы все объяснить, так трудно найти. И является ли это просто совпадением? Или чем-то, что никогда не должно было оставаться в открытом доступе? Исчезновение этого видеоролика не замедлило ничего, оно усилило все. То, что когда-то было моментом, который люди пытались понять, теперь превратилось в нечто, что люди пытались восстановить.
Скриншоты, низкокачественные перезаливки, фрагменты фанаты искали повсюду, пытаясь собрать воедино то, что уже начало ускользать. И, как ни странно, чем меньше люди могли видеть, тем увереннее они себя чувствовали. Потому что те, кто смотрел ролик до его исчезновения, продолжали повторять одно и то же, не о том, что именно произошло, а о том, какие чувства это вызвало. Наступила тишина. Тихое изменение, которое не соответствовало случайности публичного появления. Оно было едва заметным, почти невидимым, но оно оставалось. И это затянувшееся чувство стало самым убедительным доказательством. Ким Тэ-хён и Чон Чин-гук по-прежнему молчали, ни опровержений, ни подтверждений, ни даже намека. Но затем начало происходить нечто еще более неожиданное. Фанаты стали замечать небольшие изменения, не в парке, а в моментах, последовавших за ним. Внешность, жесты, выражения лиц в совершенно разных условиях вдруг стали казаться связанными. Фрагменты, которые раньше не имели никакого отношения к парку Пикачу, теперь пересматривались, переосмысливались и сопоставлялись с тем немногим, что осталось от того дня. И каким-то образом повествование продолжало развиваться. Оно больше не основывалось на одном конкретном событии. Оно строилось из фрагментов, из эмоций, из того, как определенные моменты, казалось, перекликались друг с другом, даже будучи разделенными временем и местом. С каждым сравнением грань между совпадением и намерением становилась все тоньше. А затем появилась деталь, которой никто не ожидал. Фанатка, утверждавшая, что была в парке в тот день, поделилась коротким заявлением, не видя ни фото, а просто словами. Просто. Прямо. Но этого было достаточно, чтобы вызвать новую волну в сообществе. Она описала атмосферу больше, чем действие, тишину вокруг, то, как люди колебались, прежде чем подойти, ощущение, что, несмотря на толпу, пространство вокруг них казалось странно нетронутым. Это не было доказательством. Но это соответствовало всему, что чувствовали люди. И этого было достаточно. Потому что к этому моменту история перестала нуждаться в явных доказательствах. Она стала чем-то совершенно иным, чем-то, движимым любопытством, эмоциями и идеей о том, что, возможно, не все нужно видеть полностью, чтобы понять. И все же один вопрос не исчезал. Если это был всего лишь простой момент, почему он оставил такой сильный след? Почему один короткий визит, без официальных записей, без объявлений и без объяснений, сумел удержать внимание так долго? И что еще важнее? Почему возникает ощущение, что чего-то все еще не хватает?